Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать один из способов выращивания ранних огурцов в пленочной теплице. Посеяны эти растения были 10 февраля, высажены были 8 марта. То есть от посева до высадки прошло 26 дней. Сейчас можете сами видеть, как выглядит рассада через 6 дней после высадки. Вот сегодня у нас 13 марта. На данный момент рассада выросла вот за 6 дней конкретно. И я даже хочу показать вам сейчас. Вот высадили растение буквально сегодня. Это одно из тех растений, которое не было высажено, когда высаживалась общая масса. Но посевы, все выращивание у этого растения такое же, как у всех остальных. Вот смотрите, какое маленькое растение. И рядом вот растение, которое было высажено вовремя. Сами можете видеть, вот какую разницу, друзья. Как сильно влияет высадка в грунт. Сразу растение начинает развиваться. Кстати, о выращивании. Выращивание производилось вот в таких стаканах пол-литровых. И перед высадкой пролили радифармом. Но можно было пролить, друзья, эта бутылка, не смотрите, это заготовили на сезон янтарную кислоту. Порошочек янтарной кислоты будет использоваться по мере необходимости. Причем по отношению к разным растениям. Но перед высадкой обязательно проводится полив вот рассады, когда она еще в стаканах, либо радифармом, либо раствором янтарной кислоты 2-4 грамма на 10 литров воды. Огурец — это весьма теплолюбивое растение. Друзья, если просто тыкнуть рассаду в холодную почву в марте месяце, то толку с такого растения вот не будет никогда. Во всяком случае, в нашем регионе, а мы проживаем в Луганской области, у нас еще морозы 12 градусов минус ночью. Поэтому приходится заботиться о том, чтобы почва была весьма теплой. Каким образом это добивается? Во-первых, здесь организовано подземное отопление, а мы его осуществляем с помощью дровяной печки. Друзья, и вторая хитрость, которая, в принципе, ну вот я понимаю, что такую печку не каждый может изготовить и все такое прочее. Но вот вторым способом, второй хитростью может воспользоваться каждый из вас. Я сам тоже, мы в своих теплицах давно-давно этот способ использовали и получали очень раннюю продукцию помидоров и огурцов в том числе. А весь смысл в том, что, видите, почва неровная в этой тепличке, а нагребли вот такие вот гряды, бугры, назовите как хотите. То есть огурец расположен весьма выше высажен, то есть зона корня обитания приподнята по отношению к земле. Я вот, вот так вот, наверное, будет видно. Так вот, друзья, такая гряда, каждая из этих гряд, она обогревается воздухом с 3 сторон. И сверху, вот сбоку начинает обогреваться, овивать ее воздух, сверху обогревается, ну и с другой стороны тоже. То есть, таким образом температура воздуха немножко повышает температуру почвы, благодаря тому, что может ее со всех сторон как бы окутать теплый воздух. Вот эти гряды окутываются теплым воздухом. Ну и еще раз повторю, что, конечно же, чтобы использовать такой способ, нужен вентилятор. У нас вентилятор это в печке, выполняет роль как бы прогонки воздуха и равномерного распределения высокой температуры по всей теплице. Ну, а если у вас такой печки не будет, то хотя бы такой вентилятор, либо подобный вентилятор поставить. Вообще вентиляторы при выращивании растений в теплице это весьма хорошая штука, которая, я думаю, не помешает никому. Друзья, давайте сейчас вот посмотрим температуру почвы, на каком уровне она поддерживается. Вот на данный момент температура почвы в районе корня обитания 23 градуса выше нуля. При такой температуре огурец будет развиваться нормально. Но все равно он, конечно, может быть, кто-то скажет: ой, бледноватый. Да, он бледноватый. Во-первых, огурец недавно высаженный.
Во-вторых, нехватка солнца идет, потому что пасмурные дни стоят. И, естественно, не хватает ему солнца для развития. Развиваться он начал усиленно. Корень усиленно подает уже питание, потому что почва теплая, корню комфортно. А вот наверху растениям не совсем комфортно. Потому что в этой теплице нет дополнительного освещения. Все рассчитано на то, что будет подсвечиваться солнцем. Как только выглянет солнышко из-за облаков, сразу же растения буквально преобразятся. Кстати, хочу сказать, что вот буквально вчера, то есть 5 дней спустя после проведения высадки, была проведена подкормка этих растений комплексным универсальным удобрением с формулой 18-18-18 плюс магний. Друзья, магний для огурца это первое дело. И вот за счет того, что подкормили в том числе магнием, вполне возможно, что через 3-5 дней растения преобразятся и позеленеют. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.